Добрый день, друзья! Сегодня у нас очень интересные испытания прошли лодочного мотора. В этом нам помогли МЧС Обнинска. Они нам предоставили любезно свой транспорт, свою лодку, на которую мы повесили мотор, заводской мотор, реплика японского лодочного мотора бензинового, который мы успешно переделали в электрический. Ну, как всегда, мы использовали доноры от АСПП. И это моторы с совмещенными обмотками, которые нам давно очень нравятся. Раньше мы всегда испытывали технику на 90-м моторе, это 3-киловаттный. Теперь же мы постепенно увеличили мощность, то есть мы уже привыкли к трешке. Теперь мы мощность увеличили и теперь используем 5-киловаттные моторы вот на Сабайке и вот на лодочном моторе. Ну что, очень порадовал мотор. Во-первых, он легок в исполнении, то есть каждый, кто захочет сделать себе электрический мотор, не понадобится очень много навыка. Там элементарно все делается. Кому интересно, пожалуйста, обращайтесь, я расскажу. После того, как мотор был закончен, мы спустили его на воду и сделали, конечно, настройки. Нам сегодня мозги немножечко так встряхнули. То есть пришлось звонить специалистам, настраивать было непросто, потому что это вода. Мы привыкли на земле все делать, а тут на воде. Вот, на воде немножечко настройки другие. Но после того, как мы настроили, лодка моментально выходит на глиссер и двигается по ощущениям как 10-сильный бензиновый мотор. Собственно, и донор у нас был такой же, 10-сильный. Вот, то есть 5-киловаттный мотор соответствует 10-сильному бензиновому мотору на воде после того, как мы его правильно настроили. Я являюсь спасателем аварийно-спасательного формирования города Обнинск. И сегодня мы проводили испытания электрического лодочного мотора на нашем штатном плавсредстве. Это резиновая лодка грузоподъемностью около 400 килограмм. Общее впечатление после испытаний положительное. Техника тихая, послушная. Едет примерно так же, как на бензиновом моторе 9.9, с определенными нюансами. Если ее ставить у нас на службу, она бы нам пригодилась, конечно же, для патрулирования акваторий. Неважно, причем какой, речной или озеро, она против течения идет, тоже довольно-таки неплохо. Ну, естественно, если при патрулировании замечен тонущий, без проблем к нему подойти. Возможно, кстати, даже быстрое торможение будет неким плюсом являться. Для наших целей 50 километров – это более чем. У нас акватория патрулирования намного меньше. Да и у большинства, я думаю, народу примерно так же. Даже если вы на рыбалку поедете, 25 туда, 25 обратно, более чем. Ну и сейчас я очень хочу обратиться к нашим партнерам, к нашим зарубежным партнерам. Это партнеры в Африке, в Латинской Америке, те, у кого есть реки, озера, моря. Ребята, вот посмотрите, сегодня вы видите, мы снимаем наш репортаж и испытываем мотор на реке Протве, рядом с Обнинском. Ну, не самая чистая река, живописная достаточно. И вы знаете, во всем мире реки мало чем отличаются. Они очень похожи, если они, конечно, не горные, да? Вы посмотрите, можно использовать очень элементарный кит. Туда входит мотор, контроллер, предохранитель, DC-DC преобразователь и небольшая проводка. Несколько кронштейнов. Кронштейн для крепления контроллера и кронштейн для крепления двигателя. Мотор идет напрямую на вал, то есть вы можете взять любой бэушный, более-менее нормальный мотор и поставить туда либо 3-киловаттный, либо 5-киловаттный, либо 7-киловаттный мотор, которые сейчас уже выпускаются с совмещенными обмотками.
Ну, еще хочу добавить, конечно же, нельзя просто использовать наши моторы. Наши моторы – это самые экономичные моторы в мире. Вы знаете, у нас есть проект с тук-туком, где солнечная панель позволяет ехать ему со скоростью 20 км в час без батареи вообще. С батареей до 45 км это ограничено коробкой передач. То же самое на воде. Кругом открытое солнце, в маринах, в портах. Открытое солнце, вам не надо будет подъезжать вообще к розетке. То есть, если проблемы с электричеством, 2-3 солнечные панели всегда зарядят ваш аккумулятор. Давайте вспомним пример Виктора Арестова. Он очень удачно использовал солнечные панели на водном транспорте Таиланда и моторы «Славянка». Кстати, он тоже там использовал 100-й и 112-й моторы еще первого исполнения. Сейчас уже моторы с каждым годом все лучше и лучше. И они все более экономичнее. Поэтому, если кто-то не понимает, куда ставить солнечные панели, то обратите внимание, вся техника там, где жарко, она всегда имеет козырьки. То есть тук-туки, всякие передвижные тележки, лодки, они все идут с такими козырьками. Вот на эти козырьки нужно устанавливать солнечные панели. Обязательно. Прям брать и ставить, и вы увидите, что к розетке подъезжать не надо. Очень тихо. Движение очень тихое, очень экологичное. Нигде ни дыма. У нас тут на заднем плане ребята сегодня запускали бензиновую лодку, да, на бензиновом моторе. Там дым стоял, дышать нечем. Ну, потому что масло все это мешается. Вот сейчас, смотрите, едет точно такой же мотор 10-сильный. Вот обратите внимание, смотрите, какой звук. Даже лодка похожа на нашу. Звук, его слышно. Наш мотор вообще не слышно никак. Делайте эти киты, используйте, потому что вот сегодняшняя оценка обнинской команды МЧС – это 5 баллов, 5 из 5. То есть это великолепная оценка, они очень довольны, они так заценили наш аппарат, они с восторгом перекатались все, их было здесь 8 человек, они все перекатались, первая половина, потом они уехали, потому что сегодня у них занятия в 2 часа, а часть осталась здесь, и они тоже все перекатались. Вот, ребята, это классная техника, огонь. Вот мотор на сегодняшний день лодочный, мне нравится больше всего.